Всем привет! Время без 15:04 утра, и я стою в ожидании транспорта на новый поход. Сегодня у нас будет Айнаташ. В анонсе было указано, что это переводится как гора камень, но я бы перевел это как каменное зеркало. Ну что ж, давайте подъедем туда и посмотрим, что это за каменное зеркало. Приехали к точке отправления. Вот тут вот такие виды. Орешник. Так, ну сейчас будет против солнца. И приблизительно куда-то вот туда нам идти. Вот к той горе, я так думаю. Вот тут домик есть, кто-то живет. Потому что заборчик еще немножко цивилизации есть. Пока идем вот по такому как бы полю. Ну, тут камни, конечно, есть. И, наверное, приближаемся вот к первым подъемам. Сейчас еще таких подъемов нет. Ну, немножко такой уклончик. Небольшая остановочка. И вот тут такие вам виды. Пока покажу. Виды гор. Вот так. Ну, солнце светит. Засвечивает, конечно. Здесь табличка о том, что это природоохранная зона. И написано: ничего не рвать, не сорить. Так, не будем варварами. Будем вести себя на природе культурно. Вот, начались такие вот небольшие подъемчики по камням. Ну, не то что по камням, по тропе, на которой камни. Так что идем туда, наверх. Я иду за гидом, у которого не очень воодушевляющая табличка на рюкзаке. Вот. Ну, посмотрим, куда он нас заведет и что будет дальше. Так, тропа немножко сменилась. Теперь идем в окружении кустарников. Вот таких. Ну, подъемчик сохраняется. Здесь много шиповника. Вот, уже, наверное, это считается, что он поспел. Времени нету, а так нарвать, конечно, его. Хотя там была табличка «Ничего не рвать». Здесь, видимо, когда-то произошел обвал. Вот, все в камнях, да? И вот по этим камням сейчас нужно будет немножко пройти. Ладно, лодыжку не подвернуть. Еще немножко пейзажей. И вот тут я хочу показать вам, так называется, микровишня, да, горная вишня. Сейчас я руку поднесу, чтобы было видно ее размер. Какая она маленькая. Вот тут уже немножко посерьезнее подъем. Хотя пейзаж не меняется. Такой же. Такие же кусты, заросли, но тропа есть. По ней достаточно просто идти. Ну, как слышите, я начал уже немножко задыхаться. Это значит, что подъем начался. Вот здесь возникло внезапно препятствие непреодолимое. Это паук, как мне сказали, называется крестовик. Что-то не могу его в фокус поймать. Вот немного. Первая серьезная остановка — это ореховая роща. Вот тут грецкий орех, деревья. Можете посмотреть, какие большие и старые. Остановились, потому что очень рано выехали. И многие люди даже позавтракать не успели. Сейчас небольшой перекус и пойдем дальше. После ореховой рощи начался более серьезный подъемчик. Вот. Опять на дыхание дает. Но пока идем в таких зарослях. Вот такие.
Следующая остановка на полянке, с которой открывается вот такой вид на горы. Вот. Если можно видеть, там еще снег есть наверху. Очередной подъем, но вот жалко, что против солнца. Но, конечно, уклон градус тоже не видно. Сколько идем? Ну, идем в окружении трав. Вот тут разные травы, люди. И куда-то вон к тому дереву идем. Немножко поднялись и хочу показать вам виды. Вот если ниже посмотреть, там вот протекает река. Сказали, что называется Пскем. Вот, примерно оттуда мы начали расхождение. Вот такие горы. А там, если посмотреть дальше, там дальше, вот это Червак. Опять же, очень интересные ели. Ну вот видно, что они горные, да, вот такие. Все непропорционально неправильной формы, можно сказать. Все какие-то вьющиеся, но есть большие. Очень большая ель, вот. Вот она какая здоровая. Наверное, не 1 сотня лет. А мы продолжаем наш подъем. Вот тут между камней, получается, идем по тропинке. Все вверх, 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 вверх. Идем уже такой поход, называется как восхождение. То есть практически все время вверх. Виды немножко изменились, и вот тут уже напротив нас такая зеленая гора, не высушенная солнцем и не чисто каменная. Вот там видно Червакское водохранилище. Если я увеличу, да, посмотреть. А вот откуда мы только что поднялись. Это было вот это место. Вот это полянка где-то там. Подъем продолжается, но сейчас уже в зарослях ядовитой ферулы. Хотя она сейчас уже начала подсыхать, сока не выделяет. И уже я не думаю, что она опасна и можно получить ожоги. Но вот ее целое поле. Остановился немножко отдышаться. Ну, что я вам скажу, товарищи. Этот поход это просто бесконечный подъем. Такого нету, что там небольшой подъемчик, и ты потом идешь по пологому или какой-нибудь спуск небольшой. Нет. Все подъем, подъем, подъем. Но еще я остановился почему? Хочу вам показать. Вот, нашему взору открывается гора Айнаташ. И вот это одна из причин, почему она так называется. Каменное зеркало. Видите, оно как будто бы спиленное. То есть такое имеет такую плоскую грань. Это одна причина. А вторая причина это то, что вечером лучи заходящего солнца в нее отражаются, и она светится. Но, к сожалению, сегодня мы это не видим, потому что из локации этого эффекта не видно. Гора приближается, и нам открываются интересные виды. Вот такие. Вот началась еще одна сложная часть маршрута. Трава, как видите, до головы мне идет. Надо вот сейчас продираться сквозь нее. Вот тут даже нет, хотя есть небольшой намек на тропу, но все равно тяжеловато. Итак, мы находимся напротив самого зеркала. Вот оно какое вблизи. Вон до туда идет. Вот тут с этой точки какие тоже виды. Тут вот сейчас будет тоже классный вид на Червак. Вот, и на горы. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы добраться до вершины.
Следующее включение будет там. Смотрите, тут на одной из вершин прям как огромный куст с кизилом. Вот. Тут с этого открывается вот такой вид. Мы сейчас в поиске таблички с надписью «Айнаташ». Исследуем все вершины. Немножко вперед ушли от гида. И теперь не очень-то и знаем, куда идти. Смотрите, какие тут виды еще, да? Вон там внизу река. Табличку мы так и не нашли. И решили идти. Надеемся, что она будет там. Удалось дозвониться до гида. Он там еще далеко за нами идет. Там ребята отстают немножко. И он им помогает морально и физически, может быть, тоже. Оказывается, правильно. Мы идем вот на эту гору. Оттуда уже сниму панораму. Подъем на эту зеленую гору, оказывается, не так уж и простой. Очень она крутая. Вот, если сейчас я покажу, видно ли там человека, который идет вот на такой высоте. Камера тоже не передает, но очень крутой подъем. Но осталось, если так посмотреть, метров 200, наверное. И по вершинам. Вот мы поднялись на вершину. Тут такие виды. Там же червяк видно. Вот горы. Горы. И вот то, что мы искали. Наконец-таки мы до нее добрались. Айнаташ. Ну, подъем занял у нас чуть больше, чем 6 часов. Ох, ладно. Если что-то еще на спуске будет интересное, тоже сниму. На обратном пути встретил вот такое вот высохшее дерево, погибшее, да? Может, от высокой влаги или от старости. Видно, что оно такое же развесистое, старое. Но полностью уже даже древесина побелела. Вот она практически белая, светло-серенькая. Такие деревья есть. Если посмотреть, там тоже примерно такое же. Периодически встречаются. Когда шел на подъем, я как бы говорил, что вот остановились на поляну и показывал вам виды с гор с этой поляны. А саму поляну не показал. А тут, на этой поляне, тут есть вот, мята перечная. Там дальше есть чебрец. Вообще, ну, чебрец это тимьян, да? Вообще его было чуть-чуть выше. Столько, что просто косой косе. Прям идешь, прям поля тимьяна. Запах такой. Вот тут растет мелиса, да? Мелиса. Здесь шалфей. Где-то там еще был, отсюда, по-моему, не видно, да? Где-то там еще был цикорий. То есть целая аптека на поляне. Но рвать мы ничего не будем. Мы бережем природу. Оставляем все для будущих поколений. Уже последние спуски в нашем пути. Вот мы опять вернулись в Ореховую рощу. Здесь я просто немножко повыше стою, чем в прошлый раз снимал. И вот тоже хотел вам показать. Тут вот птицы поют. Умиротворение полное. Вот, посмотрите, как она простирается там, да, вниз. То есть тут ореха много. Весной, не весной, осенью можно будет их собирать только так, если сюда приехать. Вот, шикарно, прохладно, ушли солнце. Потому что середина лета же, солнце печет только так. Только успеваешь намазываться антизагарным кремом. Вот и все, закончился поход. Что я могу сказать? Поход, конечно, тяжелый, очень тяжелые подъемы и не менее тяжелые спуски. Ну, тяжело спуски, вот эти, везде этот песок идет. Не песок, а пыль и уклоны сильные. Все это скользишь по ним. Короче, кошмар. Но ничего, мне понравилось. За исключением еще одной вещи, что почему-то каменное зеркало в одном месте, а табличка с его названием, нужно было еще идти час до нее. Но добрались.
Мы молодцы. Ладно, давайте, всем пока.